Глава 51. Исцеление застарелой раны. Чутянь невинно сказал, начиная раздеваться. Мэнин посмотрела на сестру. «Сестра, не беспокойся, я слежу за ним». Мэн Циньву плотно поджала алые губы, и её красивое лицо, которое могло разрушать города и разорять страны, покраснело до нельзя. Глаза цвета родниковой воды ярко сверкали. «Я просто разденусь», Чутянь любезно согласился помочь ей, вылечить её болезнь, и его глаза уже были завязаны. Такая неискренность была немного чрезмерной. Задрожав, Мэн Циньву развязала пояс, и тонкая белая ткань мягко упала на пол. Стройные, белые, словно нефрит, ноги. Идеально круглые бедра, стройная, как у ивы, талия, за которую так и хотелось ухватиться. Все это заставляло других женщин чувствовать себя неполноценными. Длинные черные волосы струились, словно водопад. Она была намного красивее 9 прекрасных богинь. Мэн Ин оцепенела. Какая белизна! Какая красота! Мэн Циньву стояла обнаженная, ей было неловко. Нефритовая кожа, водянистые глаза. Она была не серьезной и гордой, а мягкой и обаятельной. Словно пион, который красив не дьявольской красотой, но ангельской. В этом не было ни капли непристойности. Мэн Ин крикнула: «Эй!» Сестра уже разделась. «Почему ты не начинаешь?» Услышав эти слова, Мэн Циньву покраснела, словно персик. Неожиданно Чутянь сказал лишь одну фразу. «Я понял». Пораженная Мэн Циньву прикрыла грудь руками. «Откуда ты знаешь?» «Ты можешь видеть». Чутянь подавил улыбку. Мои глаза завязаны, но уши продолжают работать. Я не могу видеть, но могу слышать. Приготовься, я собираюсь начать. Мэн Циньву упорно прикрывала груди, но они были слишком большими, и скрыть их полностью было невозможно. На ее лице было волнение. Она не только стеснялась наготы, но и боялась игл. Разве могла такая юная девушка обнажаться перед взрослым мужчиной? К тому же, вылечит ли это ее старую рану, и ее сердце стучало, словно барабан. Чутянь сделал глубокий вдох, око разума открылось. В следующий миг Чутянь уже видел все ключевые точки в теле Мэн Циньву. Чутянь поморщился. «Руки мешают мне вставлять иглы, быстро убери их». Ох, Мэн Циньву шевельнула рукой, но со слезами на глазах вернула их обратно и плачущим голосом сказала: «Ты все еще видишь». Мэнин в гневе вскочила с места. «Мелкий ублюдок, ты посмел обидеть мою сестру. Я тебе покажу». «Подождите». Чутянь случайно поджег 2 бочки с порохом, и теперь их нужно было потушить. Я не могу видеть глазами, без сомнений. Разве вы не понимаете, что я использую глаз разума? Обе девушки были безучастны. Чутянь добавил: проще говоря, я вижу лишь внутренние органы, вены, кости и духовную энергию. Это не продлится долго, так что если вы будете мешать, то я никого сегодня не смогу вылечить. Мэн Циньву кусала губы, медленно перебирая руками. Это нужно сделать. Слушай мои инструкции и стой прямо. Сожми ноги и держи грудь высоко. Мэн Циньву от злости стискивала зубы. Ты уже закончил. Оставайся на месте и не двигайся. Ин, дай мне иглу. Мэн не смела отказаться, открыв коробочку, протянула иглу. Ее аккуратное лицо напряглось, потому что это был важный момент. Иглоукалывание само по себе было сложным, однако как Чутяню удастся все сделать с завязанными глазами? На эту тему не рискнули даже шутить. Немного мягко, немного твердо, установить иглу, воткнуть в нужную точку. Мэнин смотрела, но не могла понять, начал ли Чутянь или нет. Когда тонкая длинная игла вошла в грудь, вспыхнул серебряный свет. Игла покрылась слоем духовной энергии, которая испускала непрерывные вибрации. Ее тело слегка онемело, немного зудело, однако больно ей не было. Чутянь понял, что он слишком слаб, что он не может отставать, поэтому ускорил темп. Друг за другом он вставил несколько игл. Она ощутила онемение в районе бедер и не только. Тело Мэн Циньву было чувствительным от природы. Телу трудно было подавить реакции на внешний раздражитель. Она быстро сжала ноги, лицо ее покраснело еще сильнее. Мэн Ин, сжав кулаки, тревожно сказала Чутяню: «Посмотри на мою сестру, ее дыхание прерывистое, лицо красное, а ноги сжаты. Никаких проблем не будет». Что за глупая девчонка, так опозорится? Мэн Циньву быстро отозвалась: «Я в порядке». Вдруг раздался голос Чутянять: «Повернись». Мэн Циньву быстро повернулась, и несколько игл вонзились в ее тело. Ее руки, плечи, спина, ягодицы и бедра были покрыты иглами, окутанными серебряным свечением. Как страшно, из ее тела торчало так много игл, Мэнин дрожала, ломая пальцы. Готово. Чутянь исчерпал силы,
он больше не мог использовать глаз разума. Этот короткий период времени был его пределом. Не двигайся. Иглы можно будет вытащить через минуту. После этого ты должна будешь залезть в бочку, чтобы приступить к следующей части лечения. Прошла минута, и иглы действительно потухли. Это означало, что энергия духа влилась в ее меридианы. Мэн Ин поспешно удалила иглы, после чего Мэн Цинь села в бочку. Раствор, окрашенный синим, окутал ее тело ощущением свежести и прохлады. Чу Тянь медленно подошел. Мэн Цинь прикрыла грудь руками, ее взгляд был взволнованным. «Что ты делаешь?» «Не двигайся». Теплые и сильные руки легли ей на плечи, толкнув ее обратно в бочку. Лицо Мэн Цинь покраснело, почти вспотело. Она была так близко к Чу Тяню, видела его красивое лицо, полное серьезности, мужественную ауру, и это отвлекало ее. Ее кожа была невероятно гладкой, словно шелк. Чу Тянь неохотно убрал руки и серьезно сказал: «Сейчас я запущу источники энергии, и ты начнешь применять тот метод, которому я тебя научил. Не отвлекайся от процесса. Используя иглы, я лишь очистил твои меридианы, чтоб по ним потом направилась сила звезд, которая вылечит рану». Мэн Цинь тихо ответила: «Поняла». Чу Тянь похлопал ладонью по бочке, источник энергии начал светиться, а раствор мгновенно закипел. Вокруг тела Мэн Цинь начали собираться бесчисленные яркие огни. Мэн Ин была ошеломлена. Это было слишком загадочно, этот метод был слишком странным. Человек сидит в бочке, а для закалки используется источник энергии. Лицо Чу Тяня было утомленным. «Ин, давай уйдем. Пусть мисс практикует в одиночестве, нам нельзя ее беспокоить». 2 человека вышли из комнаты. Мэн Цинь с облегчением вздохнула, ее сердце билось, и понадобилось много времени, чтобы его успокоить. Что за скверный человек, он только и делает, что запугивает меня. На ее лице показалась горячь, она казалась застенчивой девочкой, полной противоположностью той сильной женщине, которой она обычно была. Мэн Ин помогла Чу Тяню выйти во двор и лично сняла с его глаз повязку. На несколько секунд в глазах Чу Тяня сверкнули 2 искры. «Эй, ты в порядке? Тебе не кажется, что ты говоришь?» «Ау». Чу Тянь моргнул. «Голова немного кружится, поддержи меня». «Отвали». Мэн Ин уклонилась и легко пнула его ногой, совсем ему не помогая. «Посмотри на свое красное лицо, не похоже, что ты можешь упасть в обморок. Как ты себя чувствуешь? Ты счастлив. Другие молодые люди ее даже за руку не брали, а она обнажилась перед тобой. Как так? Неужели я выгляжу так, что вызываю подобные мысли?» С сомнением посмотрел на нее Чу Тянь. «Ты ревнуешь, не так ли?» «Ревную. Не может быть». Сначала Мэн Ин растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Что за глупости ты говоришь? Я не люблю тебя. Как я могу ревновать? К тому же, сестра не захотела бы такого, как ты. Ты уверена, что я не понравлюсь юной мисс?» Мэн Ин уверенно сказала: «Я знаю мою сестру, она мечтает о действительно мудром герое». Чу Тянь без зазрения совести сказал: «Разве не это я изображаю все время?» Мэн Ин с презрением посмотрела на него. «Ты бесстыдный ловелас, ты лишь бледная тень». В ее взгляде мелькнуло беспокойство. «Ты говоришь неправду. Ты клевещешь на меня», — повторял Чу Тянь. «Буду иметь в виду. Когда это я стал ловеласом, большую часть времени я проводил с вами, никогда не встречаясь с другими женщинами. Я высоко оценивал красоту юной мисс. Я никогда не делал ничего необычного». Через час Мэн Цинь, одетая в длинное белое платье, вышла из комнаты. Изменения были действительно колоссальными. Мокрые волосы падали на нефритовые плечи, на гладкую и белую, словно слоновая кость, кожу. Теперь ее красота была красотой бессмертной феи. Мэн Ин тут же прекратила припираться с Чу Тянем. «Как ты себя чувствуешь, сестра?» «Ин, я очень рада, что теперь все в порядке». Мэн Цинь взволнованно обняла сестру. «Я постигла весьма жестокий метод, и теперь могу нормально сражаться. Больше я не буду страдать». Чу Тянь подошел, смеясь, и сказал: «Поздравляю с исцелением и постижением новой способности». Увидев его, Мэн Цинь покраснела и поблагодарила его, опустив взгляд. «Мне повезло, что ты помог мне, потому что эта травма терзала меня всю жизнь. Наконец я познала истинную ценность лунной травы». На одну тренировку одному человеку хватало 1000 порций. Это означало, что каждый месяц нужно было 100 000 золотых монет, это лишь на одного человека.
Если этот метод будут практиковать двое или трое, то деньги будут уходить в бездонную бочку. Кроме того, когда будет достигнут этап стеклянного тела, алмазного тела и священного светового тела, нужно будет больше лунной травы. Мэн Циньву думала, что у компании достаточно денег, но этого было явно недостаточно, это было лишь начало пути. Мэн Циньву никогда не придавала значения деньгам. Она лишь догадывалась, что для управления компанией нужна ответственность. Или желание повысить самооценку. Но теперь все изменилось. Деньги равнялись ресурсам, а ресурсы равнялись силе. Талантливый человек без ресурсов ничего не достигнет. Человек, обладающий ресурсами, может приложить усилия и стать лучшим. Мэнь Циньву ясно понимала важность силы. Зарабатывая деньги и управляя компанией, она ощущала невероятный энтузиазм. Чутянь сказал: «Вы двое, Наньгун, старик Сюн и старик Чжан, достаточно сильны, чтобы практиковать бессмертное звездное тело. Людей не так много, но потребление лунной травы будет огромным. Так что нам нужно заполучить как можно больше денег и выкупить всю долину». Мэн Циньву подумала, что он шутит. Однако выкупить долину было действительно необходимо. Но насколько гигантскую сумму за это отдаст торговое чудо? Чутянь уже научил этому методу Наньгун Юн, Сюн Тянь Яна и Джан Лицина, чтобы они могли приступить к практике. Методику он дал бесплатно. Нужно было лишь купить лунную траву. Чутянь думал, что бессмертное звездное тело — это промежуточный метод, но, к его удивлению, он был фактически фундаментом. Этот фундамент был необходим для создания команды. Чутянь был слишком спокоен и своеволен. Сюн Тянь Ян и Джан Ли Цин были уже старыми, так что их развитие шло медленно, однако Мэн Ин и Наньгун Юн показали невероятные результаты уже после первого сеанса. Бессмертное небесное тело было намного сильнее искусства небесного пламени, которое унаследовала семья Наньгун. Чутянь смог поделиться этим методом, люди восхищались его мужеством и щедростью, несколько человек уже были готовы следовать за Чутянем. Пока все были заняты практикой, Чутянь спокойно осуществлял где-то в городе свой тайный план. Глава 52. Неприкрытый заговор. Север города Южного неба. Невероятно роскошный особняк. Несколько отрядов наемников патрулировали периметр, и у каждого отряда был личный зверь. 500 плотных и крепких боевых волков были готовы служить. Двор, где содержали зверей, находился слева, и на нем темнели сотни экипажей. Это была штаб-квартира семьи Э в городе Южного неба. Эти несколько улиц контролировала семья Э, и помешать их власти не мог даже мэр. Внушительные экипажи медленно ехали по просторным улицам. Демоническим зверем, который тянул экипаж, был синий олень, изящный, крепко сложенный, прекрасный. Тот, кто обладал этим зверем, явно не был простым человеком. Экипаж остановился перед особняком Э. Из экипажа вышел человек, которому было то 40, то ли 50 лет. Несколько стражников, стоявших у ворот, увидели его и сразу же поклонились. «Мое почтение, господин Ло Юаньшан». Человек был низкого роста, на его голове виднелась проплешина, но крючковатый нос и взгляд ястреба возвращали ему угрожающий вид. Стражники отвезли экипаж на двор и в унисон сказали: «Приглашаем вас, господин Ло, пройти в дом, глава семьи ждет вас». В гостиной сидели 3 человек. Одним из них был Сюн, другой был Ду Джэнь-Тянь, а последним был героического вида мужчина около 30 лет. «Наконец-то вы пришли, господин Ло, садитесь». Счастливо сверкнули глаза Сюна. «Позвольте мне представить вам главу семьи Ду Джэнь-Тяня, и сына 3-го старейшины центрального государства из семьи Чуи. Мастер Чуи». Ло Юаньшан кинул на него взгляд. «Вы так молоды, но уже так сильны. Это большой успех для семьи Чу. Иметь такую молодежь, 30 лет, 9-й уровень совершенного тела». Конечно же, он был в центре внимания. Чуи гордо сверкнул глазами, но смиренно сказал: «Господин Ло, вы переоцениваете меня. На самом деле я даже не вхожу в десятку семьи Чу. Гений нашей семьи — это Чу Синхе, сын главы семьи Чу Цзяншана. В 16 лет он стал самым молодым человеком государства, который пробудил в себе духовный источник и достиг мира пробужденной души. Сейчас ему 22, а он до сих пор не показал свою истинную силу, так что никто не знает, насколько он силен на самом деле». Чу и считали гением. Но его нельзя было даже сравнивать с Чу Синхе. Мало того, что Чу Синхе достиг высшего состояния духа, у него было тайное искусство меча, его мастерство могло победить даже бойцов более высокого уровня. Самое главное, Чу Синхе был молод, и его потенциал был безграничен. 4 молодых мастера центрального государства, вызывающие благоговение и трепет. Чу Синхе был не только одним из молодых мастеров, он был сильнее всех них. В семье Чу действительно много талантливых людей, и эта благосклонность судьбы приведет к процветанию. Вздохнув, Ло Яншан повысил голос. Кое-кто из семьи Ло не оправдал ожиданий.
Этот ублюдок убил моего племянника Ло Юя. У семьи Чу блестящая репутация, у нас много талантов и гениев, но из-за незаконно рожденной сволочи наша репутация запятнана, сказал Чу и Ло Яншану. Семья Чу не может вытерпеть существование этого насекомого, так что я приехал в город Южного Неба, чтобы убить этого ублюдка. Эсюн и Ду Джэнь-Тянь переглянулись. Враг моего врага, мой друг, Чу Тянь слишком быстро набирал силу, они боялись, что он поставит их статус под угрозу. Если они смогут объединиться с семьями Ло и Чу, то даже паршивец Наньгун и не сможет защитить этого копеечного раба. Ло Яншан крутил кольцо на пальце. Я слышал, что Наньгун изо всех сил защищает этого ублюдка. Эсюн кивнул. Наньгун и нанял мастеров, чтобы те следили за нами, а его дочь Наньгун Юн очень близка с Чутянем. Ду Джэнь-Тянь добавил, Наньгун Юн не так проста. Она слабее 4 мастеров, но ее потенциал позволяет прорваться в мир пробужденной души. Однако до сих пор в мире совершенного тела, потому что ей нужен фундамент. Говорят, она на 9 уровне и может сразиться с бойцом пробужденной души 1 уровня. Ло Яншан посерьезнел. У нее есть божественный дух. Есть такие слухи, Эсюн добавил. К тому же, Наньгун Юн лишь не намного слабее мастера Сюна, знатока алхимии. Если бы она занималась практикой, то превзошла бы меня. Кроме того, Сюн Бин и мастер Чжан Ли Цин могут вызвать дополнительные проблемы. Ду Джэнь-Тянь кивнул. Именно поэтому мы не можем ничего сделать, Чу и не мог в это поверить. Да что такое с этим ублюдком? Я не понимаю. Он пропал на полгода и так сильно изменился. В этом-то и весь вопрос, молодой мастер Чу, задумчиво сказала Эсюн, что случилось с ним за эти полгода. Возможно, ему выпал невиданный шанс. Чу Тянь достиг 6 или 7 уровня совершенного тела и легко может сражаться. Неважно, что он нашел, но это явно было чем-то невероятным. Чу и жадно посмотрел. Это так? Если да, то этот ублюдок слишком удачлив. Эсюн продолжил. Чу Тянь узнал много секретов и благодаря им открыл ресторан. Бизнес открылся лишь позавчера, а уже принес 280 тысяч золотых монет за один день. 280 тысяч золотых монет. Ло Яншан и Чу и затаили дыхание, оба родились в крупных семьях, оба знали, как важны для бойцов деньги и ресурсы. Такое богатство, благодаря технологии и удаче, это вызывало сильнейшую зависть. Эсюн видел, что достиг цели. Он перешел к главному. Чу Тянь — мелкая сошка, если мы наймем убийцу, то достигнем успеха. Если Наньгун и будет обвинять нас, то мы просто будем отрицать причастность, и он не сможет причинить нам вред. Ду Джэнь-Тянь начал понимать смысл его слов. Мы ведь не должны убивать его быстро. Ло Яншан и Чу и кивнули. Разве он заслужил безболезненную смерть? Конечно. Лицо Эсюна было злым. Чу Тянь должен умереть, это решенный вопрос, но он не может умереть легко. Он должен страдать, он должен опозориться. Полученное мы разделим на 4. На 4. Речь шла о людях, а не о семьях. Ло Яншан и Чу и это понимали. Особенно Чуй, который испытывал по отношению к Чу Тяню лишь гнев. Но он не знал, что у того появился успешный бизнес. Если Чу и сообщит об этом семье, то как будет поделен пирог? Прекрасно. Удовлетворенно кивнул Ло Яншан. Ду Джэнь-Тянь сказал, Чжан Ли Цинь и Наньгун и будут нам мешать. У Чжан Ли Циня много связей, он может напасть в ответ. Наньгун и мэр — сильный боец и товарищ Сюн Бина. Убить Чу Тяня легко, но разобраться с последствиями будет непросто. На самом деле у меня уже есть план. Что за план, брате? Простой план. Он будет у всех на виду. Ло Яншан заинтересовался. У всех на виду? Как мы это сделаем? Нужен повод, чтобы отправить солдат. Эсюн говорил тихо, медленно и уверенно. Мы должны найти законный повод остановить Наньгун, самую большую помеху, а остальные не смогут нам помешать. Ло Яншан быстро спросил, вы уже нашли повод? Нет, ответил Эсюн, но мастер Чу может дать нам повод. Чу и смутился. То есть? Сюн медленно объяснил. 10 лет Чу Тянь провел в плену, он не мог ничего узнать. Но после бунта и побега, за 6 жалких месяцев он начинает создавать такие изобретения. Откуда эти знания? Чуй был не глуп и сразу все понял. Семья Чу весьма продвинута в области новых технологий. Когда Чу Тянь и его отец покидали семью, они украли главный секрет технологий Чу и использовали его, чтобы создать новую компанию. Верно. Удовлетворенно кивнул Эсюн. Бунт, бегство и кража технологий — это непростительное преступление. Молодой мастер Чу, член семьи, это семейное дело, поэтому Наньгун и не имеет права вмешиваться. Даже если попробует, это не имеет значения. Зловеще улыбнулся Ло Яншан. Семья Ло управляет важными должностями в центральном государстве и постами мэров.
Если он попробует вмешаться, я смогу лишить его статуса мэра и заменить его. Хорошо, хорошо, хорошо. Смеялся Ду Чжэньтянь. Если Нангун и будет защищать бунтаря и вора, его ждут серьезные неприятности. Эсюн кивнул. Главное, чтобы молодой мастер Чу дал повод захватить его компанию. Гениальный план. Гениальный план. Что нам нужно сделать сначала? Получить поддержку. Эсюн сделал паузу. У семьи семьи Ду много влияния. Мы можем повлиять на СМИ, чтобы те распространили новость о том, что Чу Тянь восстал против семьи Чу и украл секретные технологии. Это вызовет общественный резонанс, а молодой мастер Чу и господин Ло расправятся с Чу Тянем. Если так и будет, то Чу Тяня ждут только гибели и позор. Семей было много, и каждая семья была независимой, так что семьи вполне могли решать такие вопросы без государства. Бунт против семьи, кража технологий, неважно, у какой семьи, это были внутренние дела. Посторонним нельзя было вмешиваться, иначе они понесут строгое наказание. Нангун и Сюнбин хотят защищать Чу Тяня, а это будет трудно сделать. Глаза Эсюна горели пламенем мести. Он долго планировал вовлечь силу семьи Чу и семьи Ло. Теперь, когда Нангун и никак не мог защитить Чу Тяня, он был обречен. Глава 53. В поисках неприятностей. Закрывшись на несколько дней, Чу Тянь использовал 5000 порций лунной травы, общая стоимость которых составила 60 тысяч золотых монет. Наконец он пересек порог бессмертного звездного тела. Однако для более глубокого понимания метода нужна была постоянная практика, а для практики нужно было больше и больше материала. Торговое чудо не могло поддержать развитие даже одного человека, не говоря уже о том, что деньги нужно было пустить и на другие проекты. Как можно было практиковаться, это было сжиганием денег. Однако Чу Тянь получил некоторые преимущества. Он достиг 8-го уровня совершенного тела, но не это было самой большой выгодой. Сила звезд полностью очистила его тело, и сила его духовной энергии безмерно увеличилась. Чу Тянь стал в несколько раз сильнее. Без сомнения, это был прочный, достойный фундамент. Пока у него было достаточно материалов, постижение стеклянного тела было лишь вопросом времени. В торговом чуде было не так много людей, которые могли бы принять командование на себя, так что расширение влекло проблемы. Штаб другие стали сильнее, Чу Тянь передал им свои знания и лично дал указания. Сегодня здесь присутствовали Мэн Циньву, Мэн Ин, Сюн Тяньян и Джан Ли Цин. Они задавали вопросы о своем будущем развитии. Чу Тянь последовательно все объяснял. Знания будущего были не тем, с чем можно шутить, даже одна клетка кожи Чу Тяня знала больше, чем среднестатистический человек. Нельзя было сказать, что он был совсем непобедим, но по количеству знаний он был далеко впереди. За каждым словом стояли десятки тысяч лет исследований. Каждая теория была результатом работы известных ученых. Любую проблему, даже самую запутанную, можно было решить наиболее простым способом. Советы Чу Тяня всегда были непринужденными, они всегда вдохновляли людей. Их прогресс нельзя было сравнить с прогрессом Чу Тяня, но они уже достигли порога бессмертного звездного тела. Этот метод был для них слишком заумным и неясным. Услышанное лишило их рассудка. В то же время Нангун Юн с встревоженным лицом ворвалась в двери. «Чу Тянь, что-то происходит». Она бросила перед людьми стопку газет. Каждый мог видеть шокирующие заголовки. Народное время. Чу Тянь — незаконно рожденный бунтовщик. Новости города Южного неба. Семья Чу обвиняет Чу Тяня в краже секретных технологий. Бизнес-периодика. Мошенник, обманом завоевавший известность. Наемники. У Чу Тяня нет совести. Доходы за счет украденных технологий. Город Южного неба против. Все были поражены. Как это могло случиться? Несколько дней назад новости пели Чу Тяню дифирамбы, но сегодня они, словно объевшись белины, встали против него и начали бешено поливать его грязью. 3 главных обвинения были таковы. Первое. Чу Тянь восстал против своей семьи. Второе. Чу Тянь — незаконно рожденный ребенок из семьи Чу, подонок без статуса. Третье. Взбунтовавшись против семьи, Чу Тянь сбежал, украв технологии. Чу Тяня выставляли хитрым ублюдком, который украл технологии собственной семьи. Черт возьми, это нужно было предвидеть без сомнений. Город Южного неба переполошится, Чу Тянь оказался в эпицентре бури, а торговое чудо вновь стало предметом всех обсуждений. Торговое чудо, несколько дней просияв, словно метеор, упало с небес на землю. Никто не ожидал такого поворота. Конечно же, многие завидовали успеху ресторана. Эти статьи должны были показать, какова на самом деле история жизни Чу Тяня. Додуматься до таких открытий в 17 лет невозможно. Что-то явно было не так. Постоянно звучали сомнения. Ло Джи Чан сказал, собравшись с мыслями:
Это коварство должно опозорить Чутеня и разорить его. Сюн Тяньян раздраженно сказал: «Что за чепуха? Разве люди так подумают? Мы должны все объяснить». Зрачки Наньгун Юн вспыхнули пламенем. Она сердито воскликнула, ударив ладонью по столу: «Чёрт! Объяснения не помогут. Эти ублюдки действуют по задуманному плану. Я раздавлю их». «Давайте немного успокоимся». Мэн Циньву не растеряла сосредоточенности. Это никак не связано с новостями. «Это дело рук семьи Чу», — сказала Наньгун Юн, пылая от гнева. «У них большое влияние в центральном государстве. Но семья Наньгун по-прежнему семья имперского города». Мэн Циньву быстро сказала: «Это слишком подозрительно, так что семья Чу явно приложила руку, но у них нет влияния в городе Южного неба. Как они за одну ночь изменили мнение новостей?» То есть, Мэн Циньву кивнула. У них слишком мало влияния, чтобы проворачивать такие аферы, так что кто-то тайно поддерживает их. Иначе это не произошло бы так быстро, вот как. Семья и семья Ду плотно укоренились в городе Южного неба. Именно они могли пойти на это вероломство, объединившись с семьей Чу, это было частью их плана. Во-первых, они досконально изучили биографию Чутеня. Затем сообщили о нем семье Чу. Разожгли вражду между семьей Чу и Чутянем, чтобы расставить сети. Эсюн опасался Наньгун и Джан Лицина. Он не мог уничтожить Чутеня лично, так что решил сделать это чужими руками. Мэн Ин озабоченно спросила: «И что же нам теперь делать?» «Во-первых, мы не должны делать неразумный ход, это лишь расстраивает общественность. Мы не можем прекратить эти разговоры, так что пусть говорят, но мы не можем сидеть просто так. На кону репутация Чутеня. Не волнуйся, эти факты хоть и кажутся удивительными, но в них много дыр. Чем больше мы будем оправдываться, тем больше вызовем подозрений. Так что подождем несколько дней, пока все остынет. Тогда я постараюсь изменить мнение общественности. Любой шаг может привести нас в ловушку». Мэн Циньву сохраняла спокойствие. Она привыкла к разрешению сложных дел и была весьма опытной. Чутянь сказал: «Это слишком нерешительно. Мы должны использовать это как повод напасть». Мэн Циньву заставила себя улыбнуться. Напасть? Они явно взяли инициативу в свои руки. Чутянь прищурился, уголки его рта подернулись в едва заметной улыбке. Подумать только. Эти идиоты думают, что у них есть преимущество, не зная, что они копают себе яму, копают глубокую яму. Штаб похоронить себя. Что же это значит? В комнате появились несколько встревоженных стражников. «Мисс, дела плохи. На улице толпа людей. Мы не можем сдержать их». В небе висели темные тучи, слабо вспыхивали молнии, ветер лишь усиливал угнетающую атмосферу. Несколько сотен бойцов окружили дом, бросая в сад камни и коктейли Молотова. «Ублюдок Чутянь. Выведите его к нам». Чутянь обладал гиперфокусом и глазом разума, так что бойцы его уровня не могли с ним справиться. К тому же, он начал практиковать бессмертное звездное тело, так что он мог и не беспокоиться. Если не встретит бойца пробужденной души, конечно. К тому же, у него были Сюн Тяньян, Наньгун Юн и Джан Лицин. Раз они хотят, чтобы он вышел, то он выйдет. Чутянь вышел за ворота. Сегодня такая мерзкая погода, но вы все равно увлечены. Я действительно польщен. Заткнись, отброс. Ты бунтовщик из семьи Чу. Мы были слепы, мы не думали, что ты такой бессовестный. Несколько стражников из семьи Чу возмущенно смотрели на него. Словно встретились лицом к лицу с убийцей их родителей. В толпе был заметен мужчина лет 30, высокого роста, с колючей аурой и тяжелым взглядом. Его энергия была плотной, очевидно, он был мастером своего дела. Если бы он жил в городе Южного неба, то вполне мог бы потягаться с Сюн Тяньяном. Толпа гудела. Похоже, на этот раз Чутянь ввязался в серьезные неприятности. «Меня зовут Чу И, из семьи Чу Центрального государства. Я сын 4-го старейшины. Чутянь, позор нашей семьи, он не должен был рождаться. Семья Чу милосердно позволила ему жить, но никто даже и подумать не мог, что этот неблагодарный украдет секретные технологии нашей семьи. Эти технологии принадлежат семье Чу. Это тяжелый труд всех старейшин семьи Чу. Чутянь не только украл технологии и запятнал свою репутацию, но и убил 2 наших посланников. Один из них погиб, а второй остался калекой. Кто знает, какие неприятности в будущем принесет этот жестокий и беспощадный человек». Толпа, услышавшая эти слова, наполнилась праведным негодованием. Неудивительно, что юноша Чутянь смог придумать так много изобретений, все это он украл у семьи, против которой восстал. Никогда бы не подумал. Такой подонок. Проваливай из города Южного неба. Накажем выродка. Убить.
Если присмотреться, в толпе можно было увидеть стражников семьи которые тайно подначивали толпу. Общественность действительно всколыхнулась. Всех переполняло праведное негодование, Чу и громко крикнул: «Схватите вора! Добейте его прямо здесь!» Несколько стражников семьи Чу вдруг выскочили из толпы, готовые схватить Чутеня. «Пошли прочь!» Раздался сладкий и нежный голос Наньгун Юн, и ее ладонь вызвала сильный порыв ветра. Вихрь сбил с ног стражников. «Кто посмел? Я убью его!» Во взгляде Чу и была насмешка. Дочь мэра смеет при всех помогать этому предателю. «Давайте, заберите его уже!» Из толпы выбежал десяток человек. Это были мастера семей и Ду. Вдруг раздался свирепый рев. «Кто смеет вредить другим в моем присутствии?» Выпрыгнувший из экипажа Наньгун и плавно летел над толпой, словно ястреб. Прибыл мэр Чу и не удивился, заметив его. «Мэр Наньгун? Семья Чу ловит вора. Сможете ли вы остановить нас?» Чутянь был из семьи Чу, Чутянь был незаконно рожденным ребенком, это поразило Наньгуны. Однако в то, что Чутянь украл у семьи Чу тайные знания, Наньгун и не поверил бы в любом случае. Если у семьи Чу такие технологии, то почему они до сих пор прозябают здесь, более того? Разве может незаконно рожденный ребенок и бунтовщик знать, как пользоваться глазом разума? Может ли он работать с кристаллической нефтью? Если бы у семьи Чу была технология, которая помогла создать источник энергии, то об этом давно уже все знали бы. Если ты хотел его оговорить, то надо было придумать что-то получше. Наньгун и стоял в центре толпы, угнетая всех своей мощной аурой. Обычный ученик хочет тягаться с мэром. Пусть Чу Цзяншан придет сюда лично. Ты, Чу, и побагровел. Наньгун и действительно хотел, чтобы глава семьи пришел и сразился с ним. Семья Наньгун была одной из 3 влиятельных семей государства. Наньгун и шагнул вперед, и грозная аура заставила всех отшатнуться. Ты все еще здесь. Ты заставил меня сделать шаг. Мэр Наньгун и действительно влиятельный чиновник, глухо раздалось в толпе, но вмешиваться в дела семьи Чу, используя силу и авторитет, немного неприлично. Кто это сказал? Все были поражены. Кто из жителей города Южного Неба посмел так говорить с мэром? Глава 54. Допрос. Лысеющий, немного оплывший мужчина спокойно подошел к ним. Нос его был крючковат, смотрел он пристально, словно сокол, а тело окружала гнетущая аура. Этого было недостаточно, чтобы победить Наньгуны, зато мужчина мог противостоять его власти. Боец пробужденной души, Наньгун изменился в лице. Откуда он взялся, Ло Юаньшан насмешливо улыбнулся и достал из-под одежды нефритово-белый жетон. Подняв его высоко в воздух, он объявил: Ло Юаньшан, старейшина Министерства юстиции, инспектор главного города. Инспекторские палаты обладали в этом городе властью. Они подчинялись непосредственно мэру центрального города и могли влиять на должностных лиц этого города. Ло Юаньшан громко продолжил: Наньгун и перешел все границы, вмешавшись в частные дела семьи Чу, это противоречит законам государства. Прошу мэра забыть о вмешательстве, пока вопрос не решится должным образом. Лицо Наньгун и омрачилось сомнением. Ло Юаньшан уверенно сказал: «Мэр, я сказал достаточно разборчиво. Прошу вас отойти и перестать тратить на это время». Инспекторские палаты могли повредить статусу Наньгун и до такой степени, что он потеряет кресло мэра. Разве мог он сделать хоть шаг? Вдруг Наньгун и понял, что это сговор. Что вы собираетесь делать? Во взгляде Ло Юаньшана горела справедливость. Вы не имеете права вмешиваться в дела семьи Чу, впрочем, как и я. Это нужно спрашивать у кого-то из семьи Чу. Чу и серьезно сказал: он восстал против семьи, и теперь его ждет лишь смерть. Он не только восстал, но и украл тайны нашей семьи, его нужно разрезать на 10 000 кусочков и скормить червям. Ло Юаньшан фыркнул и осторожно поманил его рукой. Что вы на меня смотрите? Приведите вора ко мне. Разрежьте его на 10 000 кусочков и скормите червям. Мэнин возмущенно стиснула кулаки. Они не только ложно обвинили Чутеня, но и хотят убить его, убить так жестоко. Она не успела открыть рот, потому что ощутила дрожь земли. Плащ Наньгун и заколыхался, хотя ветер совсем не дул. Из его тела словно вырывалась сила. Плотная огненная энергия интенсивно выплеснулась наружу, и площадь накрыла волна удушливого тепла. Грохот, медленно появлялся духовный вулкан, страшная аура воспламенилась. Разрушительная сила закипала, словно вулкан, сдерживаемый десятки миллионов лет, вдруг освободился. Чтобы положить этому миру конец, Ло Юаньшан потрясенно отступил, его лоб покрылся потом. Наньгуны, вы действительно хотите пойти против представителя палат? Вы устали от своей должности. Наньгун и холодно рассмеялся. Пока я здесь, я не потерплю подобных негодяев. Чутянь был для него важнее должности мэра,
Он должен был защитить Чутеня. Ло Юаньшан вскрикнул, растеряв всю внушительность. Наньгун-и. Вы нарушили законы государства и должны понести наказание. Для обвинений нужны основания. Наньгун немедленно становился грозным, его охватила стылая жажда убийства. Думаешь, я пожалею тебя, старейшина семьи Ло? Если я убью тебя, то меня не осудят. В этом мире уважали силу. Наньгун и не мог защищать его законными путями. Так что он должен был просто применить силу, он должен был спасти Чутеня. Во что бы то ни стало, Ло Юаньшан не думал, что все пойдет именно так. Весь план строился на том, что Наньгун и не сможет вмешаться. Кто бы мог подумать, что Наньгун и рискнет должностью мэра? На лице Чутеня расползалась безразличная улыбка. Чутянь знал, что Эсюн будет вести себя именно так, знал, что будет происходить. Чутянь уже давно был готов к этому. Эти ублюдки хотят сразиться со мной. Разница слишком велика. Наньгун Юн взволнованно смеялась. Прекрасно, папа. Ло Юаньшан сказал, скрипив сердце, раз вы стоите на своем и продолжаете укрывать этого вора, я, как старейшина суда, должен защитить законы государства даже ценой собственной жизни. Отлично. Старейшина Ло действительно справедлив. Мы можем помочь. Из толпы вышли Сюн, Ду Джэнь-Тянь, Ли Чан Юн и несколько бойцов, которые окружили Наньгун, и бойцы пробужденной души объединились, чтобы пойти против мэра. Зеваки были поражены. Однако Наньгун не разозлился, а лишь расплылся в улыбке. Что ж, раз вы решили сразиться, я дам вам шанс. Нападайте. Правда на вашей стороне, мэр, я помогу вам. Чжан Ли Цин, пролетев десятки метров, словно вихрь, приземлился рядом с Наньгун и. За его спиной появились два огромных зеленых ястреба. Ястребиные крики пронзили воздух, зеленая духовная энергия сгустилась в исполинского сокола, который парил в воздухе, снисходительно глядя на все живое, что копошилось внизу. Всех охватило чувство угрозы, все оцепенели от страха. Наньгун и переполнял гнев. Хотите сражаться? Я буду сражаться. Я никого в этом городе не боюсь. Разве мог Чутянь связываться с бойцами пробужденной души? Их мощь была разрушительной. Наньгун и Чжан Ли Цин обладали пугающей силой, особенно Наньгун и. Разрушительная сила Наньгун и была слишком непостижима, и малейший ее выплеск мог привести к невинным жертвам. Поэтому Наньгун и не мог сражаться в полную силу. Чжан Ли Цин был достаточно силен, но им все же было трудно противостоять четверым бойцам, сестры Мэн чувствовали себя несколько беспомощными. Они потеряли контроль над ситуацией, граждане даже представить не могли, чем может обернуться сражение сильнейших соперников города Южного Неба, что будет, атмосфера стремительно накалялась, вдруг раздался ленивый и несколько неуместный голос. «Мэр, почему вы так сердитесь?» Они просто хотят задать вопросы. Пусть он говорит, Чутянь действительно был полон противоречий. Наньгун и едва не сошел с ума. Они хотят разрезать тебя на кусочки, а ты ведешь себя так, словно у тебя несколько жизней, все взгляды были прикованы к нему. Чутянь вышел в центр двора, неторопливо пройдясь перед людьми Чуи. Ты утверждаешь, что я член семьи Чу, который взбунтовался против семьи и украл ее тайны. Чутянь подло улыбнулся. А я точно член семьи Чу? Все поразились. Что это значит? Возможно, Чуи ошибся и принял его за кого-то другого. Чуи сердито сказал, если ты не из семьи Чу, то тебя родила земля. У тебя должны быть доказательства, раз ты продолжаешь утверждать это. Коварно улыбнулся Чутянь. Где доказательства? Почему ты не показываешь всем генеалогическое древо? Если в нем есть мое имя, то я, конечно же, сложу голову, негодяй. Разве можно очернять тобой нашу родословную? Так почему же я член семьи Чу, если меня нет в вашей родословной? Как я могу восстать против семьи, которой не принадлежу? Если меня нет в родословной, то почему семья Чу хочет, чтоб я подчинился их правилам? На это можно было лишь смотреть. Каждого потомка мужского пола нужно было записывать в родословную семьи. Да, у семей были свои законы, но у них был предел, и этот предел был связан как раз с родословной. Тот, кто не был записан в родословной, терял право на наследство и привилегии, не мог занимать официальные должности в семье, не мог тренироваться по методам семьи. В общем, ничем не отличался от случайного прохожего. Они не могли пользоваться привилегиями семьи. На них не распространялись семейные законы. Если его не было в родословной, семья ведь не признала его. Как он мог считаться членом семьи Чу? Дело приняло совсем другой оборот. Эсюн не ожидала от Чутеня такой хитрости. Ты вводишь всех в заблуждение. Чуи кипел от ярости. Ничтожество, ты повернулся спиной к тем, чья кровь течет в твоих жилах. Мы упорно помогали тебе 10 лет, а ты платишь нам такой неблагодарностью. Ты действительно бессердечный и жестокий ублюдок. Помогали, держали в плену, Чутянь потерял воспоминания, но понимал, что эти 10 лет он прожил, как собака, и его отца унижали, поэтому он решился сбежать с Чутянем, но в итоге был убит, а Чутеня сделали рабом.
Чуй зашел с другой стороны. Того, что ты обокрал семью Чу, достаточно, чтобы разрубить тебя на 10 тысяч кусочков. Вы обвиняете меня в воровстве технологий, но какие ваши доказательства? Чу Тянь улыбнулся, качая головой. Не делайте вид, что вас окружают идиоты. Любой умный человек поймет, что вы говорите чушь. Чуй сжал зубы, даже не пытайся придираться. Чу Тянь рассмеялся, повысив голос, стал задавать один вопрос за другим. Если семья Чу изобрела источник энергии, то почему за полгода ничего не произошло? Почему они позволили мне создать в городе Южного Неба торговую компанию? Почему они позволили мне заработать первый капитал? В семье Чу одни лишь бездельники. Если у них действительно есть такая технология, то почему они не послали бойцов, чтобы те расправились с вором, который даже не член их семьи? К тому же, с момента воровства прошло уже полгода, а возмущаться вы начали только сейчас. В семье Чу одни идиоты. Если бы я действительно украл технологию, которую открыла семья Чу, то почему здесь только младшие члены семьи? Остальные мертвы? Ответьте на эти вопросы. Почему? Стройный ряд вопросов. Весьма хитрых и коварных вопросов, каждый из них затрагивал ключевые моменты. Эсюн, Ло Юаньшан и Ду Джэнь побледнели. Он действительно был чертовски красноречив, Чу Тянь не оставлял им времени на раздумье. Эсюн недооценил важность Наньгун, и который опекал Чутеня. Еще больше они недооценили ораторские способности Чутеня. Что за ерунда? Я прибыл из будущего, которое наступит через 30 тысяч лет, и я был самым молодым мудрецом континента. Я дни и ночи спорил с бессмертными старцами, а эти люди думают, что могут победить меня. Какая глупость, Чу и потерял дар речи. Эсюн понял, что дело плохо. У тебя острый язык, ничтожный воришка, но ты надеешься обмануть людей, исказив факты. Ты говоришь, что у нас нет доказательств. Ты 10 лет провел в семье Чу, а теперь, через полгода, превратился из раба в изобретателя. Ло Юаньшан кивнул. Брат высказал достойный аргумент. Мы должны арестовать его и допросить, чтобы узнать правду, что будет с Чу Тянем. Тот слабо улыбнулся. Хорошо, я просто докажу, что невиновен. Все уставились на него. Неужели это отродье действительно чего-то добилось? Сделаем так. Семья семья Ду, семья Ло и семья Чу, улыбка на лице Чутеня постепенно сменилась строгим выражением. Выбирайте, что хотите: создание оружия, создание лекарств, мастерство диаграмм. Я дам вам 3 шанса. И если я выиграю, то вам в знак извинения нужно будет лишь убить себя. Все были в шоке. Такое мужество, в такой момент одиночка бросает вызов 4 семьям. Даже если он действительно мастер, он не должен быть таким высокомерным. Чжан Лицин быстро подошел и сказал: не поддавайся эмоциям, это невыполнимая задача. У каждого были свои достоинства и свои недостатки. Знать каждую деталь было невозможно. Чжан Лицин обладал глубокими знаниями, но не смел даже заявлять подобного. Кто-то разбирался в одном, кто-то в другом. Чу Тянь пренебрежительно искривил губы. Старейшина Чжан, не волнуйтесь. У них есть 3 шанса, чтобы доказать мою некомпетентность. Если они не смогут этого сделать, то выяснится, что они те еще бездельники. Зачем мне красть что-то у бездельников? Все подозревали, что Чу Тянь сошел с ума, но никто не думал, что его сумасшествие зайдет настолько далеко. Одиночка бросил вызов 4 семьям. Это было невыполнимо. Эсюн многозначительно посмотрел на Ли Чан Юны. Если ты, сопляк, хочешь опозориться, то я помогу тебе. Председатель гильдии алхимиков города Южного Неба бросает вызов желторотому птенцу. Это было слишком несправедливо. Ли Чан Юн был важным человеком столицы центрального государства. Что уж говорить о городе Южного Неба, Чу Тянь слабо улыбнулся. Хорошо. Лица наблюдателей наполнились паникой. Однако я ставлю на карту собственную жизнь. А что ставите вы? Сказал Чу Тянь. Если вы проиграете, то вы покинете место председателя и уедете из города Южного Неба. Ли Чан Юн побледнел. Мелкий паршивец засматривался на место председателя. Председатель гильдии алхимии управлял всеми вопросами в городе. Когда Ли Чан Юн уйдет в отставку, уступив место торговому чуду, у последних будет больше возможностей для разработки лекарств. Вместе с Чжан Лицином они подомнут под себя город Южного Неба. Эсюн помрачнел. Статус семьи в городе Южного Неба зависел от их сотрудничества с Ли Чан Юном. Если Ли Чан Юн освободит кресло председателя и покинет город Южного Неба, семья буквально потеряет руку. Глава 55. Яды. Подросток, добравшийся лишь до мира совершенного тела, осмелился рискнуть жизнью. Достойный боец пробужденной души, председатель гильдии алхимии. Известная личность, Ли Чан Юн не мог сдаться под пристальным взглядом общественности и с мрачным лицом сказал: «Я принимаю твой вызов». Может ли этот сопляк победить меня? Он не знает, насколько необъятны небеса, это просто издевательство.
Раз ты не боишься, Ли Чан Юну пришел в голову довольно жестокий план, то мне придется спросить у тебя совета в создании ядов. Яд, создание ядов. Лица у всех слегка побледнели. Чжан Ли Цин выглядел величественно. Ли Чан Юны всегда заботила материальная выгода, особенно ему нравилось быть успешным, так что о ядах он знал действительно много. В центральном государстве хорошо знали, что если он хочет кого-то убить, то этому человеку не уйти. Чутянь, не боясь, сухо рассмеялся. Если этот невежа не боится смерти, то чего бояться мне? Я буду с вами до конца. Он так легко согласился, он просто ищет смерти, ничего удивительного. Ха-ха, в этом мире редко можно встретить такое невежество, такую глупость. Ли Чан Юн издал мрачный смешок. Мы выбираем яды и противоядия, обмениваемся и глотаем яд друг друга. Если ты не пострадаешь от яда, то выиграешь, а если пострадаешь, то проиграешь. Зрители были в ужасе. Что это за соревнование? Это игра, где на кону жизнь. Создать яд легко, но трудно от него излечиться. Какая опасность? Если ты будешь хотя бы немного небрежен, то лишишься жизни. Это проверка не только на знание алхимии, но и на мудрость и мужество. Беспокойство покинуло сердце Эсюна. Никто не мог излечиться от ядов Ли Чан Юны. Соревнование уже превратилось в казнь, и если Чутянь погибнет во время соревнования, то они смогут избежать конфликта с Наньгун И. Это плохо. Это несправедливо. Мэн Цинь Ву нахмурила черные брови и вышла вперед. Боец пробужденной души может создавать лекарства второго уровня, а боец совершенного тела может создавать лишь лекарства первого уровня. Это несправедливая конкуренция. Сюн Тян Ян добавил, это не соответствует духу алхимиков. Вы не можете соревноваться на таких условиях. Ли Чан Юн язвительно ответил, все эти высокомерные слова сказал он. Отступать некуда. Либо он признает поражение, либо соревнуется со мной. Мэн Цинь Ву разозлилась. Ли, тебе не страшно так бесстыдно издеваться? Ли Чан Ю пренебрежительно сказал, с таким злодеем мораль не нужна. Сюн Тян Ян обиженно сказал, старая псина. Кто здесь бесстыдный? Мне кажется, что бесстыдный здесь ты. Ли Чан Юн тоже разозлился. Сюн, тебе больше нечего сказать. Старейшина Сюн, мисс, пожалуйста, сделайте шаг назад, улыбнулся Чутянь безо всякого раздражения. Я помню, как говорил, что этот дурак не может даже самостоятельно обуться, и мое мнение не изменилось. Если он хочет соревноваться, то я просто сделаю это. Какое высокомерие. Мэн Цинь Ву и Сюн Тян Ян не могли ничего сделать. Ли Чан Юн обезумел от гнева, но подавил его. Если этот щенок так упрям, то посмотрим, как долго он продержится. Ли Чан Юн холодно перечислил свои ингредиенты. Пауки с призрачными лицами, 6 цветных многоножек, скорпионы, алая жаба, двуглавая гадюка. Лица у всех наполнились ужасом, когда они услышали это. 5 ядовитых существ, и каждого из них было достаточно, чтобы убить бойца 9-го уровня совершенного тела. Их яды, соединенные вместе, могли убить даже бойца пробужденной души. Наньгун и Чжан Ли Цин побледнели. Этот старик хочет создать отравленную воду. Отравленная вода была 5 ядами, смешанными вместе. Рецепт был сложным, не говоря уж о последующей работе с диаграммой, после которой распознать этот яд было невероятно трудно. Мэн Ин и Наньгун Юн были полны уверенности, однако все же беспокоились за Чутяня. Мэн Цинь Ву поджала губы и вздрогнула. Если ему не удастся. Она не могла себе этого представить. Этот не очень высокий юноша стоял мужественно, словно коралл, сопротивляющийся бурным волнам. Кровавый демонический фрукт, 3 лепестка и трава скорби. Юноша был спокоен и вообще вел себя так, будто это пустяковое дело. Мэн Цинь Ву смотрел на его миловидное лицо, и сухой равнодушный взгляд успокаивал ее. Тревога оставила сердце Мэн Цинь Ву. Ингредиенты Ли Чан Юны были чрезвычайно ядовитыми. Ингредиенты Чутяня были средней ядовитости. Разница была настолько велика, что все нервничали и переживали за Чутяня. Эсюн шепнул Ли Чан Юну, «Мастер, вы уверены? Этот человек идет против здравого смысла. Расслабьтесь, у этого отродья действительно есть некоторые навыки. Он хочет создать кровавый яд, самый сильный яд 1-го уровня. Ли Чан Юн уверенно улыбнулся, поняв планы Чутяня. Если бы на моем месте был любой другой алхимик города Южного Неба, он бы был опасным. Но мне ничто не угрожает, оба набора ингредиентов доставили быстро. Оба вытащили инструменты, чтобы начать создавать яд. Ли Чан Юн подготовил 6 очищающих колб, чтобы обработать каждый яд по отдельности и смешать его в один. Наньгун Юн была поражена. Что это за метод? Я ничего подобного не видела. Чутянь в опасности. Нахмурился Сюн Тян Ян. Это алхимия высшего уровня. Что именно не так? Он обрабатывает яды 2 раза, сначала по отдельности, затем вместе. Состав готового яда трудно распознать.
поэтому никто не узнает, из чего сделана отравленная вода. Наньгун Юн широко распахнула глаза. Несмотря на то, что моральные качества Ли Чан Юны были под вопросом, в его алхимических навыках никто не смел сомневаться, Чутянь воспользовался одной колбой, не прибегая к особым ухищрениям и не изменяя компоненты. Жидкость постепенно краснела, и теперь люди уверенно могли сказать, что это действительно кровавый яд. Кровавый яд был сильным, он сворачивал всю кровь в теле человека, и его сердце, в конце концов, останавливалось. Тот факт, что Чутянь смог создать кровавый яд, говорил о том, что алхимический навык у него все же был, но разве мог он победить такого, как Ли Чан Юн? Все вздохнули, этот паршивец наверняка умрет, он осмелился бросить вызов председателю гильдии алхимии, мастеру своего дела, оба противника закончили одновременно, Ли Чан Юн получил яд. Увидев в колбе ярко-красную жидкость, он презрительно рассмеялся. «Кровавый яд? Ты уже проиграл». Чутянь взял отравленную воду, пузырящийся темно-зеленый раствор. Чутянь был спокоен. «Так что же?» Ли Чан Юн холодно улыбнулся и сказал, «Когда ты выпьешь отравленную воду, твое тело уже через 10 секунд покроется гнойниками, а ты будешь умирать, испуская ядовитый газ». Какой ужасающий яд, все быстро отошли, освободив пространство. Чутянь так не считал. Он действительно такой жестокий? Тогда я действительно должен его попробовать. Он слегка потряс колбу, нахмурил брови, но через минуту его губы изогнулись в улыбке. Сейчас я начну создавать противоядие. Мне нужен инжир, светящиеся жуки, 9 листьев женьшеня. Ли Чан Юн уверенно перечислил стандартные ингредиенты противоядия. Оно обнуляло эффект кровавого яда. У Ли Чан Юны был действительно богатый опыт, беспокойство Наньгун и нарастало. Увидев, что Чутянь не двигается, он поспешно спросил, «Какие ингредиенты вам нужны?» «Я помогу их найти». «Никакие». Необычные слова Чутяня поразили всех, он действительно удивил людей. Создав диаграмму сохранения энергии, он поместил колбу в ее центр. Когда он активировал диаграмму, та испустила ослепительный свет, и темно-зеленая жидкость в колбе начала кипеть. Что он делает? Все были сбиты с толку. Ли Чан Юн тоже был сбит с толку. Чутянь не попросил ни одного материала, который обезвреживал бы яд, вместо этого подвергнув яд повторной обработке, он потерял рассудок. Какой в этом смысл? Это была диаграмма очищения, посредственный метод будущих поколений. Любой яд под ее влиянием терял свои свойства и превращался в безвредное вещество. Отравленная вода, которую изготовил Ли Чан Юн, была ядом 2-го уровня. Но все 5 ингредиентов были материалами 1-го уровня, так что диаграммы 1-го уровня было более чем достаточно, чтобы легко нейтрализовать токсины. Спустя несколько минут. Ли Чан Юн насмешливо вылил противоядие в яд Чутяня и насмешливо посмотрел. «Может, начнем уже?» Чутянь уже закончил экстракцию, яд в колбе стал светло-зеленым и перестал пузыриться. «Хотите выпить первым или уступите мне? Я покажу тебе, какая между нами пропасть». Ли Чан Юн выпил ярко-красную жидкость на одном дыхании и раздавил колбу в кулаке. Самый обычный кровавый яд. Чутянь запрокинул голову и опустошил колбу с отравленной водой. Он выпил ее одним глотком, все в испуге отшатнулись, через минуту его тело сгниет и умрет, а его труп начнет испускать ядовитые газы, которые убьют любого, кто окажется рядом с ним. Чутянь. Ты в порядке? Наньгун Юн, Мэн Циньву и Мэн Ин были крайне обеспокоены. Ли Чан Юн продемонстрировал злобную улыбку. Неужели этот мелкий паршивец считает, что отравленную воду можно просто так обезвредить? Он не только не обезвредил, он повторно усовершенствовал яд, состав которого не знал. Даже если с неба снизойдет Бог, чтобы спасти его, он не выживет. Наньгун, Джан Ли Цин и Сюн Тян Ян пристально смотрели на Чутяня. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды, 10 секунд прошли, а признаки отравления так и не появились. Лицо Чутяня сияло, словно ничего не произошло, лицо Ли Чан Юна перекосилось, он не верил своим глазам, как это возможно. Аромат. Чутянь облизал губы и несколько раз причмокнул. Он неплох, у всех отвисли челюсти, Мэн Ин и Наньгун Юн аплодировали, громко и радостно крича. Мэн Циньву медленно разжала кулаки, ее рот изогнулся в горькой улыбке, люди действительно могут за него не беспокоиться. «Как ты очистил мою отравленную воду?» На старческом лице Ли Чан Юна было непонимание. «Это невозможно, это ведь невозможно». Эсюн нахмурил брови. Похоже, у Чутяня действительно были некоторые навыки. Ло Яншан встал и сказал, так как симптомы отравления не появились у обеих сторон, то провозглашаю ничью. Чуи поспешно сказал, он обещал покончить с собой, если не победит. Он не выиграл. Правильно. Он должен убить себя, чтобы искупить вину. В толпе зазвучали голоса. Думаю, Чутянь победил.
Разве любой другой подросток решился бы связываться с Ли Чан Юном? Разве любой другой подросток выжил бы? Мэн Ин поспешно кивнула. Сестра говорит верно. Эсюн настаивал. Ничья, ничья. Ду Джэнь-Тянь сказал. Ничья не засчитывается как победа. Верно. Хватит спорить. Обсуждения кипели в обоих лагерях. Зрители тревожно перешептывались. Соревнование доказало, что Чутянь далеко не отброс, группа Эсюна, безусловно, попала в ловушку. Но какой была главная цель? Ха-ха, ничья. Кто сказал, что это ничья? Голос принадлежал никому иному, как Чутяню, все пораженно посмотрели на него. Чутянь саркастически проговорил. «Мастер, вы ведь не думаете, что я лишь обработал яды в колбе? Если думаете, то вы слишком наивны.